«Звездный герб» и «Звездный стяг» — это серия ранобэ, новелл авторства Хироюки Мориока, выходившие с 1996 по 2018 годы. Сейчас в цикле 9 томов с 3 дополнительными томами-сборниками рассказов «Осколки звезд». Ранобэ получили манго-адаптацию, а так, как водится, адаптацию в виде аниме-сериала, охватывающего 6 книжных томов. Вся эта штука не то чтобы неизвестна, но не слишком популярна, и на то есть ряд причин, о которых мы, несомненно, поговорим в этом ревью. Ваш покорный познакомился с сериалом, пытаясь отыскать вменяемую научную фантастику среди тонн аниме про космических роботов с мечами. Примеров, увы, немного, и даже среди них много весьма абстрактных произведений. Хотя, конечно, скажем, легенду галактических героев и Ковбой Бибоп не упомянуть совершенно нельзя. Есть, конечно, и другие более обскурные вещи, типа Лили Кэт, но, как правило, у них не так уж много достоинств, ни как у фантастики, ни как у самостоятельного произведения. Сейкай но Сага, звездная сага, как часто называют цикл Мориока, резко выделяется на фоне остальных аниме-космоопер тем, что это в первую очередь научная фантастика, пусть и легкая, но зато целостная, а потом уже космоопера про звездный металлолом, обменивающийся залпами в космосе. Однако начать я хочу с негатива. Почему? Потому что формат ревью сначала о хорошем, потом о плохом неизбежно оставляет дурное послевкусие. Запоминается ведь начало и конец, поэтому сперва разберем, чем же плохая экранизация звездной саги Хироюки Мориока, а затем уже поговорим о том, почему мое черствое сердце, тем не менее, всегда теплеет, когда я вспоминаю даже мимолетно об этом цикле. А плохого тут много. Первое, что неизбежно бросится в глаза, это анимация и рисовка. Особенно больно смотреть на первый сезон с порой чудовищно гипертрофированными пропорциями лиц, безумно рваными последовательностями анимации и порой склонностью показывать одну чертову статичную картинку по минуте нон-стоп, при том, что имплицируется, будто персонажи активно шевелятся и выражают эмоции. В нагрузку следует отметить отвратительно приторного Сэйю Джинта, персонажа, который весьма интересен, но озвучен как законченный слюнтяй с постоянными неуместными переигрываниями и голосом на добрых 10 лет младше, чем нужно. Персонажа сложно воспринимать всерьез, при том, что вообще-то надо бы. Дело усугубляется местами неуклюжим сценарием, который, к слову, в значительной мере перекочевал из первоисточника. Увы, то, что на бумаге воспринимается в общем контексте нормально, произнесенное вслух становится лютейшим кринжем, из-за чего монологи Джинта часто хочется тупо промотать. В принципе, то, как подана завязка, это рваное, хронологически невнятное месиво, которое путается у себя под ногами, чем дико бесит. И это при том, что, будучи расставленными по порядку, эти сцены становятся существенно сильнее и лучше передают драму происходящего. Создается впечатление, что они должны были идти по порядку, а потом кто-то решил в артхаус. К счастью, повествование выпрямляется, и в середине третьей серии встает на уверенные рельсы. Еще одна большая свинья подсунута аудиорежиссурой. Неуместно кавайные или слезовыжимательные треки в сценах, которым они не нужны, еще больше повышают кринж-фактор, создавая диссонанс восприятия событий и тональности повествования. Вот представьте сериал со слабой рисовкой, плохой анимацией, паршивой озвучкой главного героя, часто провисающим по качеству сценарием, дурной аудиорежиссурой и жуткими тональными несходимостями. Как это вообще смотреть? Ну, скажем так, формально во многих рассказах о Шерлоке Холмсе главным героем, удерживающим большую часть экранного времени, а то и ведущим повествование и задающим точку восприятия, является доктор Ватсон. Вот в «Звездной саге» тоже так. Поговорим, наконец, о хорошем. О чем эта история? О пареньке по имени Джинта, который волею судеб оказался малолетним сыном планетарного президента планеты Мартин в звездной системе Хайд. В систему прибывает флотилия империи Ав под командованием кронпринца Дюсана из рода Абриэль, ветвистой императорской семьи, правящей межзвездной империей. Империя не сильно заморачивается вопросами войны и мира и неспешно аннексирует вольные миры, когда мирно, а если надо, то и силой. В данном случае, после получения ультиматума, Рок Лин, президент Мартина, капитулирует с условием, что его возведут в ранг феодального властителя системы и введут в лоно имперской аристократии. Принц не возражает, и маленький Джинта из президентского сына становится наследным графом. Что означает, что он, как и все авские дворянские дети, должен пройти горнило службы в имперском флоте. Годы спустя именно туда, в Академию флота, его и направляют. Забрать графа на борт крейсера, который отвезет его светлость на учебу со всеми почестями, направляют простую, ничем не примечательную курсантку, которой поручено доставить его светлость к патрульному крейсеру Готланд. Что происходит? Вежливые воспитанные юноши интересуются, как зовут товарища курсанта, на что та с преувеличенной радостью сообщает, что он может звать ее Лафель.
Это начало абсурдной, но крепкой дружбы между довольно занятной парочкой. Бедолага Джинта еще не знал, что получил эксклюзивное право обращаться по имени к третьей в линии наследования престола, принцессе из правящей ветви династии Абриэль. Эта парочка великолепно работает на контрасте. Лафиэль жутко гордая, самоуверенная, прирожденный лидер. Любую группу людей она уже в юном возрасте может построить и заставить ходить вокруг военным строем, просто за счет выдающейся силы воли, которую она мастерски транслирует на окружающих. При этом успевая ухватить малейшие детали настроения, мотивации и желания окружающих, оценить ресурсы, находящиеся в их распоряжении, и способность этими ресурсами распорядиться. В конце концов, именно к этому ее готовили с рождения. Джинта же обычный планетарный шалопай, который и те элементы этикета и иерархии империи, которые ему преподавали, усвоил не очень. Его умильное тупление прекрасно оттеняет блистательность ее высочества, но при этом именно Джинта способен спустить гордячку с небес на землю, когда того требуют обстоятельства. Особенно, когда они попадают в совершенно непривычную для Лафиэли среду, на поверхность оккупированной планеты. Следить за этой парочкой одно удовольствие. Но даже эти ребята не главное блюдо, припасенное звездной сагой. О нет! Приключенческая линия — это лишь одна из центральных линий. Главное же блюдо — это чертов имперский флот и космические битвы. Вы спрашиваете, куда ушел бюджет? В звездолетное порно! Вот тут, когда космические посудины сходятся для жизнерадостного обмена плазмой, лазерными лучами, минами-перехватчиками, залпами гауссовых пушек, сериал раскрывается на полную катушку. Наблюдать за совершенно разными, но в равной степени упоротыми имперскими адмиралами и их штабами — это просто обалденно. От жизнерадостно-горланистого адмирала Трайфа до вечно скучающей утонченной садистки Спор, от элегантно-злодейского принца Дюсана до вконец слетевших с катушек братьев Бибас. Флот — это центральная тема сериала. Иерархия, командная структура, логистика, тактика, классификация космических кораблей и их вооружения — все это выдержано безупречно и всегда работает единообразно, создавая целостную картину вымышленной звездной войны. Когда эскадра легких кораблей пытается забрать тяжелый крейсер, сомневаться, что крейсеру кирдык, не приходится, но и из легких судов вернется хорошо, если половина. Если гибнет тяжелый корабль, простите, прощайте, пара тысяч членов экипажа. Одна ошибка в планировании, тактике или стратегии стоит десятка тысяч жизней. Неудачные переговоры о капитуляции могут обречь планету на голод и анархию. Все это сериал заботливо доносит до зрителя в ироничной, но вполне доходчивой форме. Сериал вскользь, но емко останавливается на темах пропаганды, идеологических и религиозных конфликтах, природы войны и дипломатии, личной и общественной ответственности. Мало где можно увидеть столько всего вкусного в солидной научно-фантастической обертке, которая сделана не ради фактора крутизны в чистом виде. Так, для меня лично, замечательные персонажи, вкусная центральная линия, великолепные звездные сражения и масса интересных тем и подтекстов в стильной, нетипичной для аниме визуальной эстетике, реалистической феодальной военной машины, ведущей реалистическую войну, мотивированную вполне понятными причинами и целями, это лучшее, что может быть в аниме-формате. Всем ли я рекомендую этот сериал? Нет. Здесь нет смысла искать графонии, безумные сцены а-ля Гуррен Лаганн или чистый, ничем не замутненный фан. Нет здесь и философского самоковыряния призраков в доспехах или евангелионов. Это в чистом виде научно-фантастическая космоопера. И это прекрасно.